Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Вы на канале Ниндзя Капитал. Давайте рассмотрим, какие события произошли, какие новости и что сегодня ожидается на вечерней сессии. Хотел бы сегодня начать с такого интересного материала, что текущие кредитные ставки самые низкие за 5000 лет. Авторы приводят исследование, график, действительно в соответствии с которым и короткие и долгосрочные ставки достигли фактически исторических минимумов. Здесь на что хотел обратить внимание. На самом деле проводить подобные сравнения с моей точки зрения не вполне корректно. Почему? Ну, все очень просто. Когда начинаются эти пересчеты, например, сколько в современных долларах доллар, допустим, 1900 года, или сколько в современных ценах можно было купить, там, не знаю, каких-нибудь ботинок или револьверов Кольт в 19 веке. Здесь сравнения подобные, с моей точки зрения, они не совсем корректные, потому что идет развитие мира, технологий, социума, и то, что производилось и потреблялось 5000 лет назад, 10 тысяч лет назад, 100 лет назад, социальный, экономический, промышленный уклад, они совершенно другие. И поэтому производить подобные сравнения, это, конечно, очень занимательное занятие. Авторы статьи молодцы, они дают пользу для ума, для того, чтобы подумать, скажем так, новые темы обмозговать, кому-то что-то обсудить, кому-то глубже посмотреть суть вопроса. Но здесь, с моей точки, еще некорректное сравнение, она заключается в том, что изменилась суть денег. Если на протяжении всей истории деньги это был какой-то эталон, ну то есть, например, это были шкуры, там, кусочки соли, там, не знаю, перышко дроздов, потом это стали металлы, серебро, золото, потом уже как бы в каком-то там 17-м, по-моему, 18 веке начали ассигнации бумажные печатать. И постепенно весь процесс шел таким образом, что если в начале деньги имели функцию как обмена универсального, так и сохранения, то чем дальше к текущему положению дел, к настоящему времени, тем все, скажем так, функция сохранения у денег она утрачивается. Ну и наконец, когда наступил 20 век, его окончание, деньги вообще стали печатать просто для того, чтобы они смазывали экономику, и таким образом окончательно сберегательная функция денег, она на текущий момент очень сильно утрачена, в значительной степени изношена. Ну и поэтому проводить сравнение между процентными ставками, которые были 100 лет назад, 5000 лет назад и сейчас, с моей точки зрения, это, конечно, занимательно, но это не отражает сути вопроса. Потому что разная функция денег была в разные времена. Сейчас они выполняют чисто экономическую роль, то есть они заливаются в систему для того, чтобы крутилась экономика, вот эти все колесеньки, шестеренки, чтобы заводы и фабрики производили продукцию, потребители потребляли, программисты разрабатывали под все это программы, хакеры все это взламывали и так далее и тому подобное. И поэтому на текущий момент, поскольку у денег утрачена функция сбережения по большей части, то, соответственно, говорить о том, что впервые за 5000 лет процентные ставки самые низкие, у меня сразу вопрос, а почему за 5, а не за 6, не за 10, не за миллион лет? Если взять миллиард лет, там вообще можно будет сказать, что они самые низкие. И вообще даже они в фактическом выражении даже там минус 100% по сравнению с тем, что был миллиард лет назад. Вот. Но это к вопросу относительно того, как все вот эти исследования, которые сравнивают настоящее с прошлым, они не учитывают функциональные изменения, которые за это время произошли, и поэтому вроде как показывают интересные циферки, но эти интересные циферки, они не отвечают суть вопроса, поскольку они именно таковы. Так, друзья, ну это все лирика, давайте вернемся к календарику, что тут у нас сегодня. Что-то Германия засбоила, 1,5%, квартал к кварталу вместо 2%. Конечно, это больше предыдущего отрицательного значения, но тем не менее
это все равно указывает на то, что не все складывается достаточно благополучно. Есть еще показатель год к году, но оперативную динамику в большей степени отражает именно то, что показывает квартал к кварталу. Хотя если смотреть год к году, то все достаточно, более или менее ровно идет. Но ускорение снижается. Так, ну вот наконец-то в Евросоюзе разбудили инфляцию. Не буди лихо, пока оно спит, вот начали будить. На текущий момент, конечно, здесь ничего страшного нету, потому что для западной экономики инфляция, небольшая инфляция, ее прирост, это только благо, тем более растет ВВП в целом по еврозоне. И причем пробуксовывания, как в Германии, нету, здесь все более или менее нормально. Квартал к кварталу позитивная динамика, больше чем прогноз. Безработица снижается, и таким образом мы видим, что в Евросоюз перенимает пальму первенства. Так, друзья, далее то, что касается Соединенных Штатов. Здесь вышли показатели, которые они вроде бы не являются ключевыми, но они в значительной степени определяют суть экономических процессов. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, он проседает. Он пока больше предыдущего значения, но его рост не происходит так, как это запланировано. И индекс стоимости рабочей силы. Тоже он, к сожалению, не растет, потому что если он растет, то это говорит о том, что экономика эффективно работает. И в данном случае покупательская способность населения тоже будет расти. То есть вот совокупное движение этих трех факторов указывает на то, что американская экономика начинает буксовать. Хотя при этом индекс деловой активности в Чикаго показывает значительный рост, и индекс ожидания потребителей показывает, индекс настроения потребителей показывает достаточно высокие позитивные значения, но здесь есть тоже нюанс. Они превышают то, что ожидалось, но они при этом меньше того, что было в предыдущий раз. То есть здесь как бы в совокупности, если все это рассматривать, как оно взаимосвязано между собой, тут есть определенный указатель на то, что в ближайшее время весьма вероятно скорость восстановления либо еще больше снизится в Соединенных Штатах, либо она начнет буксовать. Ну да, есть индекс деловой активности по Чикаго, который значительно вырос, но на нем одном не уедешь далеко. Так, друзья, и вот еще такой момент, который несколько тревожный. Он заключается в том, что перестали расти активные буровые вышки. С одной стороны, это может быть связано с тем провалом, который произошел, это несколько выбило из колеи. С другой стороны, вот сейчас у нефти подошли к ключевым показателям, то есть там 77,5 не за горами. И вот это именно то значение, от которого в прошлый раз был рикошет и движение вниз. Так, ну вот еще сегодня американский хай-тек, точнее не сегодня, это вчера было. Сегодня движение котировки вниз произошли по Amazon. Но в целом как бы настрой ожидания по хай-теку и в том числе по Amazon достаточно позитивный. Предполагается, что может быть во втором полугодии действительно будет коррекционный откат, потому что так расти неприлично. Но в целом в остальном в дальнейшем позитивные ожидания, что будет расти и Amazon, и другой американский хай-тек. Ну, на самом деле, действительно, для этого есть, я считаю, вполне основания, потому что структура экономики, она изменилась и будет продолжать меняться. Да, сейчас есть определенный выход из локдаунов, из заточений, и поэтому Amazon несколько пошатнулся на фоне этого, потому что у него уже бизнес завязан на доставке. Соответственно, если все из нор вылезают, то Amazon начинает хандрить. Но все равно среднесрочная и долгосрочная перспектива, она очень позитивная для Amazon и для другого американского хай-тека. Но этот позитивизм, он не отменяет того, что вот этой осенью мы можем получить очень сильную просадку. Ну а с другой стороны, как еще избавляться от излишне напечатанных денег? Нужно их сжигать на обвалах фондового рынка. Так, друзья, ну вот пустил график нефти, там вопросы возникли, что там за котировка какая-то 76,2, но это российский фьючерс.
У него 2 августа экспирация, соответственно, его обычно, если все нормально, его вытаскивают повыше. Но в этот раз его вытащили очень сильно повыше. И это говорит о том, что, наверное, на следующей неделе, несмотря на снижение количества активных буровых, мы по нефти увидим тестирование 77,5. Даже уже не 76,2. 76,2, скорее всего, будет выполнено. И дальше по законам жанра должны идти стучаться в 77,5. Так, друзья, но если переходить на нормальный график нефти, не российские вот эти деривативы волшебные, а уже как бы нормальный бренд, дневной таймфрейм, мы видим, что сегодня есть, конечно, небольшое движение вниз, но на самом деле последние дни месяца для нефти это характерно, должно быть какое-то фиксирование позиций, и, соответственно, здесь, если переходить от российского бренда фьючерса на обычный бренд, здесь для того, чтобы следующая неделя прошла позитивно, необходимо закрытие выше 74,7. Ну и часовик достаточно позитивный в соответствии с часовым таймфреймом. Сейчас весьма вероятно закрытие будет вот в этой проторговочке 75,3, 75,7. Если будет выход за верхнюю границу, весьма вероятно будет либо выброс, либо вообще закрепление на 76,1 вот в районе этого значения. Далее, если все-таки мы идем, откатываемся вниз и закрытие ниже 74,7, это не очень хорошо, конечно, для роста на следующей неделе, но это пока не летально. Летально будет, если произойдет пробой 74,2. Опять же, пока на текущий момент, с моей точки зрения, растущий тренд по нефти, он еще не исчерпан. Должно быть для полноты ощущений движение на 76,2, чтобы его полнофункционально закрыть. И потом задерг на 77,5 и посмотрим, к чему это все приведет. Так, друзья, далее индекс доллара. Но смотрите, как выяснилось, скорее всего, вот это все движение, возможно, было обманкой. Если вот закрытие выше 92 недели будет и месяца, то это весьма печально, потому что это будет означать, что, скорее всего, вот это движение не произойдет. Здесь это немножко не соответствует фундаментальному положению вещей, с моей точки зрения. Потому что если Европа сейчас начинает активно восстанавливаться и показывать позитив, то все-таки в этой ситуации должно быть движение на тестирование и пробой 91,5. Так, ну и часовик по DXY индексу доллара указывает на то, что весьма вероятно либо сегодня, либо в понедельник вот это движение как минимум 92,5 оно продолжится. Критерий того, что это движение не произойдет, это пробой 92,05. Если его пробиваем, то идет повторное тестирование 91,77 и после этого уход на 91,5. Вот этот уровень, если будет взят, будет пробит, то это было бы очень хорошо, потому что это риск он. Так, друзья, далее давайте эфириум посмотрим. Часовой таймфрейм беру. Здесь картинка на выходные указывает, что весьма вероятно будет попыточка сходить на 2430-2425 вот сюда к этим значениям. Опять же, критерий того, что это не произойдет, это коррекционный откат и пробитие вот этой оранжевой линии 2298-2300. Вот этот диапазончик. Так, друзья, далее индекс страха волатильности VIX, дневной таймфрейм. Но здесь у нас картина, она пока указывает на то, что ситуация не определилась на рынках. Судя по всему, закрытие будет ниже 18,5, и это дает шанс, что на следующей неделе все-таки рост американского, да там, глядишь, и российского рынка, он продолжится. Ну или, по крайней мере, консолидации на хаях и сваливаться в штопор не дадут. Но если вот на месячный график перейти, здесь все-таки ситуация получается более тревожная, потому что по месячному графику здесь, по сути, весьма вероятно произошел разворот, и в обозримые месяцы должно быть движение вот сюда, вот в район 35,9. Так, друзья, далее золото. Ну, давайте недельный таймфрейм возьмем. По недельному таймфрейму все нормально, в проторговочке находится. Ну, смотрите, индекс доллара начал расти в конце недели, негодник, и поэтому золото притушили. Так, ну вот, собственно говоря, по часовику пришли мы на 1814, все нормально. Если диапазон этот удержим,
Если закроемся выше 1812-1814, то все отлично. И по золоту на следующей неделе, прямо с понедельника, будет рост движения на 1831. Сейчас, если мы вот этот диапазончик пробьем, то весьма вероятно здесь цель движения будет 1806. И откроемся мы на следующей неделе, наверное, даже с тестированием 1800. Поэтому сейчас вот, я думаю, все-таки должны закрепиться в диапазоне 1812-1814 и закрыться, наверное, я так, хочу, скажем так, чтобы в районе 1818, хотя бы 1819. Но, наверное, такого не будет. Скорее всего, будет в диапазоне 1812-1814. Так, друзья, давайте на секундочку взглянем страшную коронавирусную карту на Блумберге. Здесь действительно полнофункциональная третья волна в рамках мирового масштаба развивается. Самое неприятное, что рост уже пошел в Соединенных Штатах. Там уже под 80 тысяч каждый день заболевших. Здесь единственное, что ситуацию не удручает, это то, что из-за высокого объема процента привитого населения, причем качественными подтвержденными вакцинами Pfizer и Moderna, люди, они болеют достаточно не тяжело. То есть смертность, несмотря на рост заболевания, смертность падает. И поэтому вот эта ситуация, она, конечно, может благополучно разрешиться и не привести к тому, что американская экономика, она, в общем-то, забуксует или даже, не дай бог, упадет в штопор. Вот. Здесь далее, что касается других стран, в Иране идет рост, но Иран, он как бы ни за что особо не отвечает. В Великобритании и в России вроде бы намечается снижение, то есть здесь с высокой степенью вероятности, возможно, вот эта третья волна, она завершилась и пойдет на спад. Единственное, немножко смущает то, что начало осеннего сезона, оно, как ни крути, неизбежно вызывает всплеск респираторных заболеваний. Поэтому, несмотря на то, что идет снижение, я бы его пока со счетов не сбрасывал. Может немножко поколбаситься и потом начать расти. Причем, как видите, Великобритания и Россия очень похожие зависимости. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, часовик. У нас получается на текущий момент движение наверх на укрепление доллара, оно не состоялось. Рубль-доллар перешел вот в этот консолидационный диапазон. Верхняя граница 73.15, нижняя граница 72.8. Сейчас идет поджатие к верхней границе. Если здесь будет пробой и, соответственно, консолидация и закрытие сегодняшней недели выше этого значения, то в понедельник, во вторник весьма вероятно отсюда будет задерг и рост доллара, цель движения 73.3, 73.4. Но здесь как бы фактора два. Первый фактор — это окончание налогового периода. Здесь как бы рубли уже особо не нужны. И еще такой момент, что вот здесь очень мощное накопление происходило. Его должны раздать. Лучше, если его раздадут вот здесь, чем его раздадут на 77 или на 80. Так, и текущий момент, скорее всего, рубль-доллар будет консолидация в этом диапазоне. И может быть попытка задерга, закрытия в районе 73.2. Я думаю, все-таки больше вероятность, что закроемся выше 73.15. Если это так, то на следующей неделе будет в понедельник, во вторник весьма вероятно движение сюда. Если закрываемся под 73.15, то, соответственно, скорее всего, будет консолидация несколько дней в этом диапазоне. Так, друзья, давайте еще взглянем, что тут у нас по российскому рынку. Так, Сбербанк растет все по плану. Детский мир, поскольку приближается 1 сентября, его тоже, наверное, сейчас раскочегарят на всю котлету. Дальше у нас появился новый интересный игрок. Вот эта компания. Она показывает очень значительный рост. Там есть действительно для этого ряд фундаментальных предпосылок. Это и участие в разработке и выпуске очередной вакцины от коронавируса. Это раз. И второе, то, что компания, она сейчас пытается выйти на американский рынок, предложить свои товары.
Ну и самый главный, наверное, фактор — это то, что действительно очень много и очень активно упоминаний в СМИ последнее время. Пророчат уже движение на 500. Ну, 500 не знаю, но на очередной осенней панике по коронавирусу и на расширяющихся перспективах выхода на западные рынки действительно компании могут очень хорошо пропампить. Так, ну и ТМК здесь, в общем-то, классическая история, как одно быстротечное слово о высоких дивидендах, оно может просто унести на 40% барьер роста компанию, которая не является голубой фишкой. Во всяком случае, пока не является. Ну и есть, конечно, настораживающий фактор, потому что когда такой движняк начинается, это уже говорит о том, что рынок находится на издыхании. Так, друзья, ну в общем-то все, основные новости, основные моменты, все, что я хотел сказать, донести до вас. Спасибо за внимание, успешных торгов и хороших выходных.